Зависимый ран. Но есть как бы рандомные трюки. Увидим. Рандомные в плане того, что их сложно исполнять. А что, нет оазиса на комментаторах? Да ладно. Ранит Калс Вульф, это третье место на борде. И эта игра как бы является, по сути, продолжением Бомбшелла. Если кто знает такую игру. А, нет, оазис на комментаторах. Окей. If you've ever seen speedruns of Duke Nukem 3D, Blood, or Shadow Warrior, it has many of the same tech you would see in those. I have here with me Oasis, who is actually one of the devs for this game. If you want to introduce yourself. Некоторый тек. Движок тот же, так или иначе некоторые гличи перетягиваются из игры в игру. I've some past in the speedrunning myself and have been volunteering at ESA as well. And ну, а здесь прям lead-level дизайн. Он в свое время был вэр-холдером GTA 3 и так далее. Он был тем, кто начал RTA прорабатывать в GTA играх, на самом деле. То есть это очень олдовый спидранер Oasis, на самом деле. Чем он уже не занимается сейчас, конечно. Играть будем на сложности First Blood. И поехали. Ну и ран начинается. У нас сразу будет трюк. Не идем. Ну, короче, здесь можно на самом деле скипосик сделать и прыгнуть на такой reset point. Там можно было, наверное, видеть, как летает машина. И на нее можно прыгнуть и выпрыгнуть на улицу. Немножко это сейвит времени. Вот, переходим уже во вторую локацию. Но локаций здесь очень много. Ломаем прям весь секвенс этого уровня, запрыгиваем наверх. На всякий случай сейв делаем, чтобы потом пользовать его. И пушим мусорку. И там мы его под специальным углом бустим и толкаем, и его как бы закидывает наверх, и нас вместе с ним, потому что мы его толкаем. Движок считает, что мы привязаны к нему. Уровень с вентиляторами, тут особо скипов нет. Есть очень много крутых фичей в этой игре, например, хедшоты. То есть с этим пистолетом у него альтфайр, это что он правой кнопкой заряжает автоэйм, короче. Вот также есть техника канцела релода, что будет очень часто использоваться с дробовиком. Краудджампы в этой игре есть. В прыжке нас подтягивает наш хитбокс как бы повыше немножко, если мы приседаем в воздухе. С чего можем прыгнуть, потом присесть, и нас, условно говоря, закинет немножко повыше. Which is something that's not really present in the older build engine games, and so we're quite happy to have it for the speed run. Да, говорят, что тут можно буферить use кнопок, типа зажимать заранее, потом отпускать. И вот здесь будет большой sequence break. Просто в угол как бы лезем, и нас игра просто после определенного времени закидывает наверх. То есть похожие вещи есть, конечно, в Bloody и в Duke, там мы обычно типа под двери таким образом, двигаясь углом, залезаем. Здесь же вот, немножко не так, потому что движок более прокачанный, но позволяет нам залезть наверх. Активируем
Один генератор. Идем сейчас будем активировать кнопочку. Не помню, что там. Говоришь, что спам, кстати, пробела ускоряет подъем по лестнице. Интересно. В этой игре, короче, еще одна из офигенных вещей касательно ее. Очень-очень много секретов. Прям капец как до хрена. И они со всякими референсами. Хрен найдешь половину. Типа хоррорные есть, типа во втором уровне в игре секретный во втором или в четвертом, не помню, короче, секрет Silent Hill The Room в четвертом. Заходишь, там телефон звонит, там начинает музыка играть, это хреново. Потом есть секрет, который на Silent Hill 2, где типа комната с кроватью Анжелы же ее зовут, не помню, с ножом. Короче, референсы на Ghost Runner, значит, такая, на Blade Runner, Ghost Runner, говорю. Haskell likes to throw out some Smashing Pumpkins song lyrics to us. And we jump over. I like that. That's the first zone. Убираем патроны, ну, делает более простую версию этого скипа. Хаос просто пушит цветочек и от цветочка перепрыгивает забор и выходит с арены. По сути, это очень долгая арена, из что-то 5 вейвов или типа того. Вот. Но технически мы могли бы взять гранатомет и отпрыгнуть от гранаты. Вот сейчас, да, очень много бэктрекинга на самом деле в этой игре есть. Например, когда вы почти закончили уровень, вы можете вернуться и собрать секреты проще, чем бежать через весь уровень. Вот, и мы ставим плюшечку на стену, взрываем, а она с другой стороны взрывает этот шорткат, и мы просто выходим. Yeah, sure, I can do that. Let me quickly have a look here. Yeah, right. So, I haven't mentioned this in quite a while now, but в этом уровне, по-моему, есть, да, вот тир. Его даже можно выполнить и получить за него бонус. Патроны или хпшечку. Типа, сколько-то целей. Даже есть категория на спидран-борде. Типа, у кого на шутинг рейндж. Забавно. Which is the single largest cause of death in children worldwide. So just a single dollar you can вот, хоть Киос Вульф у нас и раннер с третьего места, у него на 3 минуты отличается ПБшка, то есть многих, возможно, жестких более страт он делать не будет на марафоне или в принципе. Вот, и каждый раз игра еще говорит, когда вы к выходу подходите, что эй, у тебя секреты остались, и вот с некоторых уровней можно забэктречиться назад. С некоторых нельзя. Приезжаемся к городской карте. Вот, и в нее можно попасть двумя способами, через секрет и через нормальный выход. Через нормальный выход дольше, поэтому мы туда не пойдем. Пойдем через секрет. One thing you'll see me do here. Oh, do you have something quick? No, you can just continue. So in these long straightaways, you'll see me use something known as SR50, which is actually a term from Doom. Oh, health is looking nice. Never mind. What SR50 is basically you lock your horizontal. Объясняет, что SR50 это дефолтное ускорение в билде. Но в Думе, когда так по диагонали бежишь, работает SR40. Нет, здесь прям полноценный SR50 без возможности поворота. Первый реальный босс в армях, которых будет много. Просто заряжаем альтернативный режим огня и не добили. Он отодвинулся, да. И разносим его. Если вы думаете, что это как бы очень ОП было, то на харде он с двух таких зарядов, на максимум фьюри он с двух таких зарядов падает. Арбалет это как бы реально ужасно жесткое оружие. Когда вы его заряжаете целиком,
the more damage it does. So that mimics the headshot damage, and you see that taken to the extreme with the mech fight. Right here, I'm Оазис объяснил, как работают хедшоты, потому что в билде вообще как бы системы хедшотов нет. Мыслил, что они просто настроили, что чем выше ты целишься в спрайт, тем больше урона ты наносишь. Что в принципе логично. Типа, в ноги не так больно, как в голову. Вот, квик-свапы на дробовике. Третья глава. Здесь референсы на Twin Peaks, по-моему, есть. В следующем уровне. Может, не на Twin Peaks, я не помню. Здесь, короче, референсов в этой игре очень много. Brittle, let's put it that way. So sometimes you can just softlock things if you're too fast. Он говорит, что в некотором смысле пытались учитывать то, что спидранеры и любители ломать уровни могут поломать уровни. Но не всегда получается. Нам надо собрать карточку. Но не для того, чтобы открыть дверь, а чтобы триггернуть секвенс, когда взрыв происходит. И нам тогда не придется ходить через раздвигающуюся дверь. Будет ловушка. Да, когда мы пойдем назад, там будут монстры и противники. Вот, один из минусов Iron Fury, я бы сказал, что это то, что почти все противники появляются очень рано, и большинство новых как бы почти не используются. Мы клепаемся с помощью дерева. Там дверь открывается желтой карточка близко к стене. Можем просто около стены прыгнуть, но это да, это даже казуально. Здесь появляются впервые вот эти вот большие, не знаю, как обозвать, обезьяны. Гориллы. It also results in some kind of new bugs. So going through the windows, getting pushed with potted plants and whatnot, those are like all bugs that are new to the like actual games themselves. So it's really cool. Да, они переработали немножко build engine, чтобы не было совсем уж базовых гличей. А сейчас будет скип босса, короче. Revenant. И мы его сразу убиваем. По-хорошему, мы должны выходить на улицу и там драться с ним. Но мы его уже убили. Триггерим дверь и запускаем ядерную кнопку и идем в лифт, который примерно минуту с чем-то спускается. Очень-очень долгий лифт. А то, что да, про билд, то, что я говорил, они переработали то, что вот базовые клипы через пол, которые в билде были, они переработали, но тут за счет этого получились новые баги. Как классика. Вы запаяли одно, вылезло в другом месте. А также, если в этом уровне собрать какую-то фиолетовую или типа того карточку, для этого надо пару уровней назад посмотреть секретку, которая как бы довольно абстрактна. Но эта секретка показывает, какую последовательность вам надо сыграть на пианино. И потом вот в этом уровне есть пианино, вы играете на пианино эту последовательность,
и получаете карточку. И потом вы можете внизу выйти вот в эту фиолетовую дверь, и это секретный уровень, единственный в этой игре. Очень хороший уровень, между прочим. Прям жесткий, реально. Но также там есть противники, которых вы еще не раз не видели до этого момента. Они там уже появляются. All the runners will appreciate it if their stuff gets like met and so on. So what's happening there with the elevator И ride переходим and в the train четвертую ride зону. is actually doing impossible things in the build engine. The elevator, you're not supposed to have overlapping floors, but what actually happens is that you just enter a green screen elevator, and I just switched the camera position multiple times during the ride itself, so it looks like you're actually traversing multiple floors. The same thing happens when you enter the train initially. You're just being surrounded by green screen, and the same thing with the map you see here. Интересные технические детали рассказывают то, как это все реализовано в билде Oasis. Типа, потому что мы когда едем на лифте, там типа некоторые этажи видим, как будто там что-то есть, но в билде нельзя сделать прям множество пересекающихся этажей. Поэтому на самом деле там хак, он просто камеру куда-то перемещает, и типа мы из лифта видим вещи, которые там не находятся. Такие дела. Первый, как он, Дикон, я не знаю, как он по-русски. Это вот синий парень. И убийство вот этого, это конец уровня. В будущем это просто обычные мобы, ну, как обычные. Третий двух сразу будет, по-моему, пару раз все за игру. Вендиго это точно. Ну, не знаю, почему он так называется. Это интересный скип, мы можем видеть, что там щелочка небольшая есть. И мы можем нажать Е и открыть дверь. Там кнопочка. Подбираем карточку. Макак не впрыгивает. Сейчас скопился полный коридор. Стреляем в голову, станет его это долго. Ставим гранату, открываем дверку. Сейчас нас подблочить может Дикон. Нет, куда-то он даже не появился, окей. Да, станы Вендиго — это большая страта. Постоянно, когда ничего не происходит, и есть Вендиго на рауте, бегают со стан-батоном. Это один из моих любимых уровней в этой игре. Он очень короткий на самом деле. Ну, в плане карта очень маленькая. Но при этом она так классно заинтерконнекчена. Вы возвращаетесь в одну и ту же локацию еще 3 или 4 раза. И она все время меняется. И вы потом идете дальше. Офигенный уровень. Хоть как бы и эстетически не самый крутой, конечно. Но в плане вот именно как левел дизайн, в плане прогрессии и связанности локаций в этой игре, это просто конфета. So another long straightaway where we SR50. Большая длинная прямая, поэтому просто делаем SR50. Кстати, насколько я знаю, то что в билде SR50 не лочит наш угол. То может они переработали в этом? Я точно помню, что в Дюке просто как бы SR50 только так. Ну ладно. Сейчас будет сложный трюк, говорю. 5 инпутов. Выносим всех противников. Окей. Да.
Пытаемся, да, выпрыгнуть. Думал, какой же прыжок. Ну да, мы скипаем большой кусок уровня. И вот теперь же мы на таймере, у нас подбираем ботинки, прыгание ботиночек. И если мы все успеем, то мы успеем их еще раз заюзать. Берем костюм. Если махать палкой под водой, то мы двигаемся быстрее. О нет! Ой, успевай! Что, почему? Где прыжок-то второй? Лол. Игра съела прыжок. Дважды. Придется бэкапом идти, да, по бокам. Ну вот как раз вот если бы он прыжок у него не сгорел, и он как бы прыгнул бы, то он бы на даблджампе допрыгнул туда. Подбираем секретку, пока дверь открывается. Раб нас, да, поможет нам вылезти, вместо того, чтобы обходить все по трубам. И подходим к финалу 4 главы. Четвертая ведь? Ой, четвертая. Hopefully they will cooperate. There's 2 enemies we have to fight, and if we can get them to line up, we can do a ton of damage. Finish them off really quickly with something called pump canceling, which interrupts the pump damage that they saw just right there. You can rapid fire grenades. And on classic build engine fashion, the stuff you see on the sides, like it looks like the diagonal elevator is moving, but we're actually just moving the geometry textures around the elevator. So it's just an endless conveyor belt of looping textures, and that makes it look like you're actually moving up. So another trick. Да. Выглядит очень... Выглядит как диагональный лифт, но на деле лифт стоит на месте, а текстуры на элеватор, на конвейере двигаются вниз. Босс-чампы. Вот один из самых сложных трюков, да. Сейчас будем прыгать от гранаты, короче. Все как в реальной жизни. Давай, first try, поехали. Давай. Ну, у гранат есть коллизия. Мы можем на нее встать. То, что он пытается сделать, это выставить гранатой в стену, прыгнуть, приземлиться на нее и отпрыгнуть. Красиво. Подбираем в секретке ботиночки. И мы скипаем весь этот уровень. Первый трай после ресетапа, согласен. И здесь придется нам бить всех противников, потому что нам надо попасть за дверь, на которой триггер — это убийство всех противников на арене. Бруталайзера нам убивать не надо. И дальше книгип. How the build engine actually works is that all the geometry is if it's Навигационный уровень. but actually the sector Все, будем телепортироваться. Магия будет. That makes a map actually uses portals. So the linking between the sectors is kind of vague. So the sectors can actually exist on top of each other. They can actually exist inside each other. So you can, for example, have 5 different areas occupying the same space. So there are situations where the game gets confused, especially if you get pushed inside a wall or outside of geometry. В билде секторы могут пересекаться, но игра все равно может заглючить, и там нас краб как раз вот выталкивает в другую трубу, до которой долго должны плавать. И мы скипнули большой-большой кусок уровня, на самом деле. Здесь несколько вещей, которые можем сделать.
Либо, да, бустануться коллизией, либо могли прыгнуть от гранаты, но Chaos, видно, не любит прыжки от гранат, поэтому... When you're successful, you're swimming through a tunnel full of sewage. So I found it by accident doing PB attempts, so I get to name it. And Поэтому в основном через коллизию играют, не через гранаты. Stun that Wendigo. That's not what you want to do right there. You want to land on top of these. And I failed it again. Let's just take the door. Frame perfect, activate the elevator. Дважды упал. Выходим через дверь, как обычные люди. This is actually an area we've already visited, but we know of no way to skip through the next door that we pass through. We've tried. We just have to play it as intended by doing the previous level. Да. Сейчас мы вернулись уже на самом деле туда, где мы уже были. Вот это один из уровней, которые пересекаются. Вот это Heskel's House of Horrors. Здесь пазл, который надо решать. Мы его решать не будем. Просто ждем и собираем карточку. Всяких проблем клепаемся туда. Вот, на деле там надо переключать заборчики. Levels sort of loop back to themselves, like from map scale. So if we kind of assume that the player is already aware of how things work. And yeah, то есть уровни на данный момент, типа, если до этого главы состояли там из 4, 5, 6 уровней, то здесь сейчас они становятся по 3-4 карты, но вы возвращаетесь все в те же карты несколько раз. И лифт, который является референсом на... Точнее, inspired by, вдохновлен уровнем из 4-го эпизода Квейка. Известный из спидранов долгий-долгий лифт, в котором ничего не поделать. Пока мы опускаемся, просто скроллер, сейчас мы убиваем сколько-то там противников, потом... Love watching ESA. Greetings from Germany, guys. Always nice to see that video games could bring happiness to those who need help. Thanks for that. We also have $10 from DOS Vectus, I believe. Бомб. Прикольный альтернативный огонь, то что... Не альтернативный, у них альтернативный огонь, это они взрываются с каким-то временем, а вот обычные же огня, они самонаводящиеся такие немножко. Ну, немножко. Есть еще специальный power-up на бомбы, который позволяет очень-очень быстро их накидывать. No one knew Dos Vectus is the world record holder, the first person in the world to get the game sub 30. Me being the first person to get it sub 40. So yeah, just absolutely insane speedrunner. He holds the record in just about every build engine game there is. So amazing speedrunner, and of course, Mr. Hot Dog is a regular on my channel. Right here, we're gonna charge up our bow. He survived, but we're gonna stare at this dark pixel and boost up. Промазал по Индиго. And next up, there's a pretty interesting key grab that we do. Normally, you have to press these two switches and fight an enemy for it after he drops it. But that takes too long, so instead we will position ourselves. Видишь, как в темной комнате, у тебя что-то на плечо опускается. Это тоже уровень, связанный из 3 локаций состоит. Зона. И, к сожалению, ничего нам не сделать с этим. Опять клепаемся в коллизию, подбираем ключик и идем в 3-ю секцию этой зоны. Здесь говорит, я все еще не понимаю, почему этот глич работает. Именно вот этот клип, подбор этого ключа. Вся логика планеты не должна позволить этому произойти. Хаос, говорит, один из моих любимых казуальных уровней. Но, говорит,
in practice, спидране we это can nail it. очень But we're gonna жесткий clear out уровень. the area, Здесь make it пазл more с safe for дверью. us, because the current strat is just to YOLO it. Alright, so we're gonna save here and Острота в спидране здесь просто YOLO. first try. Попытаться Oops, пролезть got и bumped around there. открыть двери и понадеяться, что все сработает. Но мы все с Yeah, this is первого a раза very остановили их. time-sensitive Найс. of a puzzle, so Ну да, там они крутятся с разной скоростью, и sometimes you надо have их to keep flipping затаймить, чтобы они все открылись. Так, чтобы можно было подойти к кнопке. Wasn't prepared for that Wendigo. Как же Easily сломано done right были. there. Perfectly balanced weapon. Yeah, very intense level, and especially with this music. There's just it's just jam-packed with enemies everywhere. Okay, wasn't counting on that. Oh, there he is again, relentless. That was the same Wendigo that hit me earlier. He knows where I am. Вендиго просто гоняет по уровню, блочит Okay. нас. Unfortunately, this level is very solid. You can actually get across over here without having to extend this bridge. But you Возвращаемся can't в get старую this one. зону. We've tried finding multiple ways to skip parts of the level, but it's just too К solid. сожалению, эта дверь не откроется, So чтобы we pretty much что бы мы ни делали. play it as intended, but it's Приходится very проходить fast. вот этот вот еще один уровень предыдущий, потому что это опять же зона из 3 уровней. Мы вернулись в один уже, который вернулись. And mainly, we just wanted to get rid of that Может, revolving one door day puzzle, кто-нибудь 'cause найдет it's a pain. что-нибудь. Но они Oh, пока you не cut it нашли. off. So we run by, frame perfect, activate that switch. Бруталайзер нас подблочил. And now we're backtracking to an area we've already been to, but it had a laser grid that's blocking us from progress, which also we couldn't find any way to pass through. And that's it right here. Опять возвращаемся в еще один предыдущий уровень. Fall, hopefully frame perfect. Okay, we got it. Frame perfect, activate that switch. И Charge up здесь my тоже ionic bow. была решетка электрическая, которая нас не пропускала. Но теперь мы можем пройти. Убиваем первого вармеха. Патронов у нас достаточно, чтобы убить второго с помощью арбалета. Если было недостаточно, спамили бы гранатами. Открывается выход. И идем в последнюю главу. Осталось примерно 2,5 минуты до конца рана. Может, 3. Хороший ран на самом деле. Если сравнивать с ОПБ. Do funny things, but that's mostly because the coder really advised against using those, but we kind of did anyway, regardless. But it was really cool that we got them working. So this is also a zone I worked on. It has 2 areas in it, and it's mostly a gauntlet before the final boss. В этом уровне есть забавный секрет, где вы можете прыгать, плыть вверх по течению несколько раз, и потом, если будете сюда приходить много-много раз, будете получать разные приколюхи. 2 опять 5 бруталайзеры. Прям первого, второго. It kind of does the headshot damage, but sometimes it's a little bit strange, like how it calculates it. So finding like the perfect spots can yield like crazy damage. Вы убиваете второго, он дропает ключ, которого бы вторым вы не убили, потому что они считаются как один босс. За 2 тела. И едем на лифте в финальную комнату этого уровня, и после чего будет финальный. Да, это... Окей, Оазис подтверждает, что этот трейн-райд — это референс на Dark Side из второго эпизода Дюка. Сейчас мы будем подбирать... Подбираем double damage или quadruple damage. И мека у нас. 2 убили. 3 и бруталайзера можно не трогать, но
Допустим, и бежим к телепорту, около которого последний противник, зомби. И в следующей части сейчас будет финальный босс. И по сути это как бы арена, которую мы в несколько подходов делаем, потому что мы как бы не должны спамить гранатами с той скоростью, с которой мы можем спамить с помощью глича. Но мы будем, за счет чего все линии диалога Хескеля перекроются. Мы его просто убьем за один цикл вместо 5 или 6 циклов. Сложный уровень на харде. И просто канцелим гранаты, кидываем. Кто нас выкидывает. И последнее слово, которое он скажет, скорее всего, будет бич. Да, было. И время. Congratulations, you just lose. Again, I am Chaos Wolf. I want to thank ESA for giving me this opportunity. It's my first time being here. 33-34. Что это, ПБ, что ли? Хороший ран выдал для себя. То есть, как бы, как VR не VR, но как соло ран. На 3 секунды от ПБ отстал, нифига себе. Это жестко. Ну, выдал, конечно. And I even have a video tutorial out. It's a bit outdated, but it should give you the basis of what you need to know. So yeah, if you enjoyed this game, говорит, есть даже туториал на эту игру, хоть и немножко старенький. Базис поймете, а дальше разберетесь по ПРу. Говорит, приходите, смотрите меня, покупайте эту игру, плюсую, покупайте игру, игра очень хорошая. Вообще шикарная. У нее саундтрек не продается? Да, продается. У меня нет саундтрека. Блин, как так? Или есть? Да, у меня нету. Саундтрек в этой игре тоже бомбезный. Кстати, да. Ниже DLC анонсировали на прошлом Realms Deep'е. Возможно, на этом Realms Deep'е покажут что-нибудь новенькое. Да, говорит, выдай мне, да. Спасибо. Классно. Как же хорошо, что, говорит, у меня будет Early Access. Он говорит. Yeah, guys, before we are heading off here, there's one more last donation that came in, which you're probably going to enjoy. It's $5 from DVD_01 saying, Yo Wolf, wrong game, Kappa. Having a blast here. Such a great game and very entertaining run. Keep it up. Greetings from Germany. Thank you very much for that donation. And yeah, guys, that was Ion Fury. We are going to jump into a quick intermission. So grab yourself a drink and a snack. Back, we get to see the speedrun glory that is Katana Zero by Logs. So please don't go anywhere. And we will be right back. Сейчас у нас следующий раунд Katana Zero.